Копилка странностей. Не так давно я писал историю про летающий будильник. Она казалась скорее курьезной, чем страшной. Много писал в комментариях о странностях, замечаемых время от времени. Но последний случай заставил меня еще раз задуматься. В общем, соберу я в кучу все, а вы сами решайте, обсудить или посмеяться. Квартира у меня съемная однушка, в которой я проживаю уже 3 года. И последние 2 из них с женой. Квартира была съемной с самого дня сдачи дома в эксплуатацию, и постоянных жильцов не было никогда. 2, что жили до меня, я знаю. Один из них одинокий мужчина средних лет, большой любитель выпить и погулять. Долго здесь не продержался, возникли трудности с оплатой. Следующий молодой человек веселился с подругой, на которой хотел жениться. Она, в общем-то, почти без объяснений причин однажды собрала вещи и ушла, пока тот был на работе. После него эту квартиру снял я. Пока жил один, приходил лишь ночевать, приезжая с работы довольно поздно. Странностей никаких не замечал. Для ценителей тайных зеркал скажу, что напротив окна располагается гардеробная с дверьми купе из зеркал, занимающих 2/3 стены и высотой до потолка. А вот когда женился, стал замечать странности. Мне стали сниться кошмары. Весьма, я вам скажу, реалистичные, от которых не раз просыпался с ощущением ужаса и успокаивался, лишь покурив на балконе. Вещи в квартире стали перемещаться. Кладешь в одном месте, находишь в другом. Смеялся, просил жену при уборке заносить все в блокнотик. Звенела посуда. Падали стоящие на ровном месте бутылки из-под воды. В общем, всего помаленьку. Происходило это не за короткий срок, а потому не воспринималось всерьез. Какое-то время снился несколько раз один и тот же кошмар. Будто во сне надо мной нависает темная масса. Не видно ни рук, ни ног, ничего, только ощущение тоскливого ужаса. Просыпался с теми же ощущениями. Но один раз, проснувшись, я увидел тень, отпрянувшую от меня. Пока я перекуривал это дело, поразмыслил и решил, что не до конца проснулся, и увидел обрывок кошмара. В прошлом году нагрянули к нам гости. Места мало. Мне постелили матрасик на кухне, где я и ночевал возле холодильника всем на зависть. Вставал рано. Я единственный, кому надо было на работу. Проснулся, сразу вскакивать было лень. Но вдруг услышал прямо возле уха протяжный вздох, более похожий на стон. Знаете, лень как-то быстро с меня слетела. Потом опять-таки решил, что это грёбаная акустика. И вздохнул кто-то из гостей во сне. Но тот же вздох я услышал еще раз, много позднее, когда находился в квартире один. На сей раз за спиной. Сразу повернулся. А повернувшись, никого не увидел. Но не раз периферийным зрением замечал мимолетное движение и всегда в прихожей. На что списывал? Все верно, на игру света и тени. Затем была история с будильником. Я ее описал подробно. Если кто-то захочет, найдет и перечитает. А после будильника у меня жила губка для мытья посуды. Сидел я за кухонным столом и пялился в монитор ноутбука. Вдруг заметил краем глаза движение на мойке. Губка сухая, медленно, но заметно ползла к краю. Потом свалилась внутрь мойки. К счастью, назад она не вылезла. Иначе бы я писал из другого места, наверное. Ну и последнее, из-за чего, собственно, я и взялся стучать по клаве. Произошло это несколько ночей назад. Спал я паршиво. Сны снились мерзостные, хотя перед сном брюхо не набивал. Истории не читал, ужастиков не глядел. В одном из снов приснился мне безголовый мальчик, одетый в какую-то белую хламиду. Несмотря на отсутствие, собственно, того, на чем глаза, он уверенно подходил ко мне спящему. Проснулся я с ощущением дикого страха. Взрослый дядька, а лежу и боюсь пошевелиться.
Сбросил оцепенение, повернулся, жена сопит спокойненько. Сходил покурил, подумал, от чего и к чему эта хрень приснилась. На луну полюбовался и пошел спать. Через какое-то время я проснулся от того же кошмара. Вот только ужас и оцепенение прошло далеко не сразу. Я его увидел уже наяву. Подробностей не скажу, потому как шок. Во-вторых, только начало расцветать. Но ростом и сложением, как подросток. Вместо башки тупо ровное место. Не буду врать. Не матерился и не молился. Я вообще засомневался, что человек в такой момент сказать что-то способен. Но видел я его несколько секунд. Он не растворился, просто ушел в прихожую. Собрался я с духом и заглянул в прихожую. Никого. Спать уже не ложился. Через час вставать надо было, а сна, естественно, 0. Рассказал об этом лишь 2 людям, жене и близкой подруге, что интересуется мистикой. Теперь вот решил вам поведать. Если не поверите, так хоть повеселю. На самом деле забавно стало. Неужто я тут единственный жилец? Деревенская история. Автор Ксения Данильченко. Моя мама, будучи молодой девушкой, вышла замуж и уехала из своей деревни в богатый райцентр. Далеко от дома, но маму это не пугало. Рядом был муж, любимая работа и квартира. И ожидание первого ребенка, то есть меня. Связь со своей деревней мама не прерывала. И когда подросла я, а потом и сестра, мы часто наведывались в далекую таежную деревеньку, которую я просто обожала. В те времена деревня не выглядела такой убогой и заброшенной, как сейчас. О, в те времена деревня была своеобразной романтикой, даже поэзией, и в таком количестве, как сейчас, народ с нее не бежал. Так, собственно, об истории. У моей мамы в деревне жили родители, мой дед и моя бабушка. К ним-то мы и ездили каждое лето. И вот в один из таких приездов к моей маме в гости нагрянула ее когда-то лучшая подруга. Подругу звали Алена. В свое время она удачно вышла замуж, порвала все связи с бывшими знакомыми и подругами и укатила вместе с мужем в город. А тут вдруг заявляется в деревню и к моей маме прямым ходом. И откуда узнала, что мы здесь? Я ее как сейчас вижу. Красивая, одета богато и ревет. Прямо слезы в 3 ручья. Анна, так маму мою зовут. Вот и пришло время за нашу глупость расплачиваться. И все рыдает. Смотрю, мама моя лицом помрачнела. А мне тогда лет 12 было. А сестренка совсем маленькая. Ей только 3 исполнилось. Мама на меня смотрит и говорит: «Надя, выйди из комнаты. Мне с тетей Аленой поговорить надо». Я вышла, а сама с обратной стороны двери стою и слушаю, как Алена маме рассказывает. «Гадание наше-то помнишь, когда еще не замужними были? Помнишь, как мы втроем на блюдце гадали? Ты, я и Ирка Соловьева». Мама моя молчит, а тетя Алена уже в голос срывается. «Помнишь, что нам блюдце нагадала тогда? Тебе венец безбрачия, мне бездетная быть, а Ирке наоборот, 3 мужей, 3 детей». Мы еще посмеялись тогда, вот счастливая. Прям за нас 2 счастье свое должна была взять. Слышу, мама приглушенно так говорит: «Я все помню». А тетя Алена отвечает: «А помнишь, как вдвоем с тобой судьбу нашу решили на блюдце перегадать без Ирки? Черный обряд совершить. Иркину судьбу тогда на 2 раскидали, так нам счастья своего хотелось. Помнишь? Помнишь, как Ирка вдруг ни с того ни с сего, после того, как мы 2 раз погадали, спиваться начала? И Матвей ее бросил. А как-никак жених ее был, да какой? Первый парень на деревне. И после этого Иркина судьба под откос пошла. 3 детей-то она родила, да от разных мужиков, а дети ее теперь все по приютам живут». Мама, слышу, молчит. А тетя Алена продолжает: «А мы с тобой, Анна, замуж вышли, у тебя дети есть, у меня, и мужья у нас, что грех жаловаться. А я вот недавно по городу иду, а навстречу мне цыганка. И говорит: не своим счастьем ты живешь, отнимут у тебя его скоро, а у меня одно счастье – дочь». Цыганка словно мысли мои услышала.
Дочь к лошадям не пускай, говорит. А что сделаешь? Моя-то Верка только ими грезит. Даже на секцию записалась, призы берет. Анна, боюсь я за нее очень. Что делать-то? Ничего, видно, не сделаешь уже, Ален, слышу мамин голос. Правда, грех с тобой взяли. Чужого счастья захотели. Нельзя так было. А Ира где сейчас? Ирка где-то в больнице для сумасшедших живет, отвечает тетя Алена. Да какая разница, что с ней? Я как-то поехала к ней, покаяться хотела. А она как кинется на меня. Глаза черные, бешеные, сама худая, еле ее от меня санитары оттащили. Самим-то как дальше жить? Я Верке своей по 100 раз на день звоню. Телохранителя ей наняла. А все равно боюсь за нее. Муж ругается, говорит, совсем того стало. Что лошадь-то сделать может? Боюсь я, Анна. Тут тетя Алена замолчала, а мама моя сквозь щелку смотрю, с лица вся спала. И, видно, думает о чем-то, а потом тихо так говорит, да с таким трудом, словно у нее в горле совсем пересохло. Я, Ален, тоже не своим счастьем живу, чувствую это. И хорошо все вроде. Замуж я за Матвея вышла, и девчонок моих любит, и меня, и деньги в дом приносит, и не пьет. Да чувствую, не мой он. Мне тоже тяжело. И тут в комнату дед ворвался. Он, видно, с другой стороны комнаты все слышал. Комната-то проходная. Да как на маму кричать начал, я даже слов в этом потоке разобрать не могла. Кричал, что исправить все нужно, что натворили, прощения вам нет, что удумали чужое счастье красть. Потом была ночь. Я помню, мама с тетей Аленой и дедушкой на болото ушли. В самое полнолуние. Что было там, я не знаю. Бабушка всю ночь не спала и шептала, глядя на луну: «Помоги, помоги». Мама с дедом только под утро вернулись. Мама бледная была и как-то на себя не похожа. А вот тетя Алена вернулась намного раньше. Как сейчас помню, в дом дедушкин ворвалась. Зло так на нас посмотрела и как давай на бабушку орать. Что, мол, ваш старый дед с ума совсем выжил. Такое требует. Дочь, мол, свою она никому не отдаст. В общем, дверью хлопнула и поминай, как звали. Спустя 2 года после этой ночи мама с папой развелись. И так нас одна всю жизнь и воспитывала. Хотя красивая была настолько, что дух захватывала при взгляде на нее. Мужчины были, конечно, но ни один замуж так и не позвал за всю жизнь. Мама так с грустью порой и говорила: «Долг свой с лихвой вернула». Я выросла, вышла замуж. У моей сестренки тоже все хорошо, хотя нас папа и знать не хотел после развода и до сих пор не знает. Но мы с сестрой выросли хорошими дочерьми и женами и будем хорошими матерями, надеюсь. Папа наш живет с Ирой, с той самой маминой подругой. Забрал ее из сумасшедшего дома. Она как-то быстро на поправку пошла. Детей всех они из детского дома забрали. И еще своих 2 народили. Живут душа в душу, несмотря на возраст. Видно, и впрямь судьба. Мама теперь уже не плачет, но иногда по ночам, глядя на луну, просит у кого-то невидимого прощения и благодарит за то, что мы живы. Я не знаю, к кому она обращается. Знаю лишь то, что тетя Алена после той самой ночи приехала к себе домой, забрала свою дочь и уехала в путешествие за границу. Подходить к лошадям она своей дочери категорически запретила. Вера ее послушала, но спустя полгода после того, как они уехали за границу, у Веры начался роман с итальянцем. Итальянец был молод, хорош собой и очень богат. Алена эти встречи, конечно, одобряла, но было одно «но». Итальянец оказался заводчиком породистых лошадей. Итальянец заверил Алену, что Веру он и близко к лошадям не подпустит. Сыграли свадьбу. И вот в один из дней, когда итальянец уехал по делам, Вера уговорила свою мать проехаться верхом. Лошади шли смирно, но вдруг лошадь, на которой сидела Вера, завернула в амбар, где находилось сено. Через несколько секунд Алена услышала какие-то хрипы из этого амбара и на своей лошади рванула туда. Ее дочь Вера висела на крюке, который был вбит в балку. Лошадь стояла чуть поодаль,
Видимо, когда лошадь проходила под крюком, тот зацепился за Верину рубашку. Рубашка передавила девушке горло, и она задушилась. Когда моя мама узнала об этом, она не заплакала, но сказала: «Вот и расплатились за свое ворованное счастье». И только когда мамы не стало, я поняла, что она имела в виду. Забирая ее больничную карту, я увидела, что мама в тот момент, когда они с дедом ушли на болото, была беременна. Я не знаю, что там произошло, но знаю, что мама после болот стала другой. Она никого не родила. Она надела на себе венец безбрачия и покорно носила его всю жизнь. Источник – сайт Фостор.ру. Пересвист. Автор Василина Апельсина. Это история, рассказанная моим коллегой Максимом. С раннего детства отец брал с собой Максима в тайгу на охоту. Когда произошла эта история, было ему 10 лет. Поехали они с отцом и еще несколькими товарищами-охотниками на утиную охоту. У нас в Сибири она начинается в конце августа. Обычно стоит теплая погода. На окраине деревни оставили машины и пошли по размытой колее вглубь леса. Пройти надо было более 2 километров к предположительному месту привала, а далее до знакомых им болот. Один из друзей отца был очень болтливым мужчиной и всю дорогу рассказывал о своих похождениях, шутил и постоянно посмеивался над своими же шуточками. Максим шел, слушая его сквозь свои мысли, больше уделяя внимание огромным соснам, которые своими макушками подпирали небо. Его привлекла белочка, что прыгала с ветки на ветку между сосен. Максим продолжал идти за ней. Ему очень хотелось увидеть ее дупло. И сам, не замечая того, заблудился. Совсем недавно, меньше минуты назад, ему отчетливо слышались голоса охотников, их смех. Но сию минуту в лесу стоял шум птиц и шуршание веток деревьев. Он кинулся бежать в сторону отца, как ему казалось. Сильно боялся его гнева за то, что потерялся. По этой причине не стал кричать, рассчитывая, что быстренько их догонит и никто не заметит его пропажи. Он пробежал уже слишком достаточно, чтобы догнать охотников, но перед ним был лишь лес. Тогда он во все горло, что из сил, закричал: «Ау! Я потерялся! Папа, ты где?» Став и прислушавшись, он услышал где-то впереди смех друга отца и рванул в эту сторону. Бежал, падал, спотыкаясь о ветви деревьев, как резко покатился, ударяясь об кусты можжевельника. Упал в обрыв с ручьем. Весь в ссадинах и мокрый перешел ручей. Отчаянию его не было края, но, придя в себя, вспомнил, что надо идти вдоль ручья, и он обязательно выведет к реке или озеру, а там и деревня окажется, или пасека. Шел он долго, местами ручей пропадал, и появлялись кочки болота, а затем опять появился ручей. Шел он весь день. Солнце начало прятаться за макушками ели. Максим решил найти место для ночлега. Это была огромная необъятная сосна. Под ней было много сухих иголок. Нарвал еловые ветки и сделал что-то вроде шалашика. Ночь, шуршание, карканье и хруст веток не давали уснуть. Да еще комары, укусы которых уже невозможно было терпеть. Ветер стал набирать силу, и шум шуршания становился все сильнее. Стало холодно. Где-то совсем рядом послышалось посвистывание, но не птиц, а словно кто-то насвистывает мелодию. Звук посвистывания становился все ближе и ближе. Деревья и кустарники хрустели, словно кто-то идет напролом сквозь чащу леса. Но медведь и волк не издают такого звука. От этих мыслей мальчику стало не по себе. Он сильно зажмурился. Сам, не зная почему, свистнул в ответ на посвистывание. На его свист раздался в ответ свист. И так Максим пересвистывался с кем-то, кто стоял очень близко от него, но он боялся открыть глаза. Длилось это до самого рассвета, а с приходом тумана снова зазвучало пение птиц, жужжание насекомых. Выбравшись из шалашика, Максим увидел поваленные деревья. В буреломе, что вчера был у ручья, выложена тропа из поваленных деревьев. Он из любопытства пошел посмотреть, что на этой тропе.
За последним поваленным деревом были кусты малины. Ягод малины было очень мало. От кустика к кустику и Максим оказался на тропинке. Вытоптанная тропинка без единой травинки вела вверх. Явно ею пользуются деревенские. Пришло в голову само по себе. Он бегом понесся по тропинке. Максим вышел на пастбище. На нем паслись коровы, и ходил пастух, вороша ногами траву. Как же он был рад увидеть этого пастуха! С того времени прошло уже больше 20 лет. Максим верит, что пересвистывался он с лешим или лесным духом, который повалил деревья, чтобы показать тропинку. С того времени каждый раз, когда показывается Максим в тайге, свистит, тем самым приветствует лешего. В день Александра. Автор Кис. За день до родов мне приснился папа. Вроде я куда-то собиралась идти, а улицы темные, наверное, ночь. Стою я на крыльце, а кругом какие-то злые люди. Идти страшно одной. Папа говорит: «Не ходи одна, сейчас я позвоню другу Саше, и он тебя отвезет». А я отмахиваюсь. «Не надо, говорю, никому звонить, я сама пойду». И пошла. Иду по улице, а самой страшно. Аж сковывает будто, идти мешает. Вдруг послышался шум, и незнакомый мотоциклист притормозил возле меня. «Меня прислал твой папа. Садись, подвезу, куда тебе нужно». А потом я проснулась и весь день ходила под впечатлением сна. А к вечеру у меня начали отходить воды. Запаниковала немного, вызвала скорую. Но меня заверили, что это ошибка. Всю ночь я промучилась в сомнениях, а утром пошла в больницу. На прием так и не попала, очень много людей. И, вернувшись домой, вновь вызвала скорую. Теперь мне сказали, что я должна была давно уже родить. Воды сутки почти отходят, и мне повезло, что ребенок живой. Сделали укол, вызвали схватки, а через 2 часа я родила. Только он красный был из-за того, что воздуха не хватало. Вот я думаю, что сон и роды чем-то связаны между собой. А самое интересное, что воды начали отходить 24-го, а родила я на следующий день 25-го, в день Александра. И папа в моем сне прислал на помощь друга по имени Александр. Может, это совпадение. Или он ангела-хранителя прислал. Вот такая история. Призрачный кот. Автор Кристина Дар. Это случилось в 2005 году, в один из холодных уральских вечеров, которые так хочется провести дома, под теплым пледиком и с кружкой горячего чая. Надо отметить, что погодка на улице была далеко за минус 30. Кто с той же местности, земляки или землячки, вы, быть может, вспомните зиму того года. Мы в январе тогда месяц почти в школу не ходили. А потому вместо того, чтобы болтаться на улице с друзьями, я просто сидела на кухне в толстом свитере, попивая ароматный глинтвейн с печенькой. Кухня наша располагается прямо напротив коридора. В коридоре же стоит зеркальный шкаф во всю стену. Двери в кухню напрочь отсутствуют, то бишь человек, сидящий за кухонным столом, всегда неизменно видит свое отражение в зеркале. Людям суеверным это может показаться странным, из-за приметы, согласно которой, если есть перед зеркалом, обязательно проешь свое счастье. Я человек скептически настроенный к таким вещам, и потому могу спокойно сидеть и точить что-нибудь за столом, видя свое отражение. На моей жизни это пока никак не сказывается. Итак, как вы уже поняли, я не просто так описала вам некоторые квартирные особенности, а чтобы вы могли максимально полно себе представить дальнейшую картину. Сижу я, значит, за столом, в одной руке книга, в другой чашка с чаем, иногда инстинктивно поглядывая на себя в большом коридорном зеркале. Вдруг вижу, из гостиной бодрым шагом топает толстый пушистый любимец семьи, рыжий кошак по кличке Пират, полученная им за лихой нрав и дрочливость. Он шел по коридору не слишком торопливо, но уверенно. Я видела его отражение в коридорном зеркале и слышала поступь мягких лапок по полу. Он дошел до моего стола, секунд 5 с какой-то особой нежностью смотрел мне в глаза.
Хочет жрать, подлизывается. Сейчас колбасы дам, подумала я, а потом залез под стол и лег прямо у моих ног. Не прошло и секунды после этого, как из гостиной так же медленно и неторопливо вышла моя бабушка с котом на руках. С котом, которому в ту пору было уже почти 19 лет, и у которого от старости начал проваливаться позвоночник. Незадолго до вышеуказанных событий у пирата отказали задние лапки, поэтому бабушка носила своего кота, а именно она принесла его в дом много лет назад и всегда называла его своим личным котом. Сам он уже почти не ходил, но об усыплении не могло быть и речи, так как кроме паралича нижних конечностей у него не было никаких проблем. Он хорошо кушал, спал и вел себя вполне естественно, да и бабушка не дала бы усыпить своего старого верного друга. Так он и жил, коротая свой век рядом с любившей его всю жизнь семьей. И тут меня будто током ударило. По природе я человек не просто флегматичный, а скорее даже тугодум, а потому все события доходят до меня как до жирафа. Так уж вышло, что как только, когда я увидела нашего старенького, худенького и облезшего пирата, лежащим на руках, я осознала, что он, бедный, не мог сам дойти из комнаты в кухню, и что тот красивый лоснящийся кошак, будто пират, но такой, каким он был в молодости, такой, каким я знала его всю жизнь. Я взглянула под стол, надеясь найти там кого-то загадочного рыжего, который был похож на нашего старичка. Под столом никого, конечно же, не оказалось. Я тут же рассказала бабушке о странном видении, хотя не особо надеялась, что она поверит мне. В ответ она грустно сказала: «Знать, время расставаться пришло нам. Час пробил, стало быть. Всегда у нас так было и всегда у нас так будет. Они приходят рассказать нам о смерти, чтобы мы успели проститься с родными или просто знали, что наша или чья-то жизнь уже на исходе. Впервые я узнала об этом еще в детстве, когда мне рассказали, как соседка наша, идя домой с работы, вдруг увидела саму себя, будто со стороны. И одета была так же, и черты лица сошлись. Вскоре соседка эта пропала. Еще позже ее тело нашли в реке. Утонула случайно, купалась в опасном месте. И в нашей семье в войну случай был. Бабушка моя увидела старшего сына моего брата, ушедшего на фронт, молча идущим ей навстречу. Он хорошо выглядел, не был ни измучен, ни изувечен, и лицо его будто светилось каким-то невидимым светом, какой исходит только от счастливых людей. Он улыбался. Она и думать забыла о том, что сейчас 43-й год, и ее Митюшки здесь быть не может по определению. Она побежала ему навстречу, но внезапно образ Митин растаял, словно дым, исчез, будто не было. Потом от брата, конечно, приходили письма. Все у него было хорошо, как он писал. Но мать волновалась о нем, зная примету. Не к добру видеть двойника близкого человека. Ну, не к добру это. Она написала ему, чтобы он берег себя, что она видела дурное. Письмо не было прочитано адресатом. Вскоре на Дмитрия пришла похоронка. Погиб героически на Курской дуге. Его танк горел, но продолжал со всей силы лупить по врагу. Вместе с ним не стало всего экипажа. Они сгорели заживо. Никто так и не попытался вылезти, чтобы спастись. Вот с этих самых пор поверье у нас семейное. Двойника, видишь, стало быть, прощание грядет скоро. Подготовить они нас хотят таким образом. Вот и все, что рассказала мне моя бабушка. Весь вечер пират урчал у нее на руках, но к утру его уже не стало. Он просто не проснулся. Отошел в мир иной тихо и без лишних мучений. Я успела попрощаться с ним, погладить его напоследок. Ведь я была уже как бы предупреждена свыше. До этого случая я никогда бы не подумала, что у животных тоже бывают свои двойники, предвестники скорой кончины. Быть может, так случается лишь у тех, кого искренне любят и кого считают своим членом семьи. Вместо эпилога. После смерти пирата бабушка не стала больше брать животных в дом, так как, по ее словам, верность есть верность. Нельзя просто так взять и заменить друга. Живая душа не игрушка.
Так она и живет, храня память о старом приятеле, место которого и по сей день осталось незанятым. А брат бабушки и все воевавшие деды были со мной на Дне Победы в родном Танкограде. Ну как были? Присутствовали в виде фотографий на акции «Бессмертный полк». Они ведь не смогли дожить до самого Дня Победы, а мне бы так хотелось рассказать о них людям. О том, что вот были в нашей семье славные парни, способные до последнего вздоха думать о семье и о родине. И дай Бог, чтоб таких людей в России побольше рождалось, и чтоб им не пришлось никогда переживать ужасов войны, превращаясь в героев на постаментах, да в красивые картинки на пожелтевших фотокарточках. Вот такой вот рассказ, комрады, начавшийся с котиков и кончившийся героическими людьми, хотя суть моего повествования даже не в этом. Очень долго после слов бабушки размышляла я о том, кто же такие эти загадочные они, и почему они иногда приходят к нам предупредить о смерти. Ангелы ли это, или просто создание из потустороннего мира, только затем и существующие, чтобы периодически принимать оболочку ныне живущего и здравствующего, но обреченного на верную погибель. Месть за злой язык. Автор Индиго. Небольшое вступление к истории. В тот день я работала во втором отделе своего магазина. Я привыкла, что в другом магазине на кухне у нас всегда стоят ложки, кружки, тарелки и прочая одноразовая посуда. Тут я пришла на обед и не обнаружила ничего. Пришлось спускаться к охране и клянчить стакашек с кофе. Давясь этим разбавленным одноразовым порошком, я сидела за стойкой и допивала последнее. Тут не подумали даже перекрыть сквозняк, который в 2 счета продул мне все на свете еще неделю назад. И когда я сделала последний глоток, мой противный кашель звучно разнесся по углам просторной рабочей кухни. «А что это ты у нас делаешь? Ты же напросилась поближе к дому?» Вышел из своего кабинета охранник и пристроился рядом со мной, наливая себе кипяток. «Так Фигаро тут, Фигаро там», – вздохнула я, прикрывая рот. «Некому работать больше. Приходится разрываться». Я снова закашлялась и вспомнила, что в сумке еще сегодня утром ненароком видела одну пачку противовирусного, лежащего где-то в глубинах. Достав спасительный пакетик, я залила его кипятком. «Купи ингаверин. Помогает», – обратился ко мне охранник. «Да ну», – ухмыкнула я. Попробовала как-то, да и с таким сквозняком можно сразу себе больничный прописать. Ароматная, чуть кисловатая жидкость обдавала теплом и малиновым запахом. Я хлебнула и поморщилась, но делать нечего, придется допивать. Что верно, то верно. Охранник кивнул. Но ты с этим делом не затягивай, а то осложнения могут быть. У меня дед от проблем с легкими умер. «Пневмония?» – спросила я. «Ну как?» – вздохнул охранник, явно настраиваясь на долгий разговор. «Да, воспаление легких, говорили сначала, но там темная история». Так вот, что-то вспомнил. Далее рассказ пойдет от лица охранника. Когда я был еще маленьким, мой дед стал часто хворать. Побелел, побледнел, синяки под глазами появились. Сгорать начал быстро. Сам он стал переживать, вдруг у него болячка смертельная. А на осмотр идти боялся. Мама моя в местной больнице работала, так еле уговорила его лечь туда. После осмотра маме сообщили диагноз деда – рак легких. Сказали, что вырежут, уберут все, но может и пойти дальше. Шанс пожить подольше небольшой. Мама же в свою очередь посоветовалась с врачами, и они решили не говорить деду о его страшном диагнозе. «Ну все, папа, жить будешь». Растянув улыбку, мама вошла в палату после операции. «Воспаление у тебя там было». «Ничего страшного. Немножко полежишь, отдохнешь и можно обратно домой». Дед домой вернулся другим человеком. Расцвел на глазах. На щеках румянец. Сам бодрый, веселый. Еще и зарядку стал делать по утрам. Мама тогда выдохнула с облегчением. Пусть хоть так. Но всяко лучше, чем скорбеть над кроватью стареющим отцом. С тех пор все пошло по-старому. С дедом было все в порядке. Никто не болел. Все было хорошо.
Но тут нарисовалась родственница какая-то. Я уже не помню, кто она деду была. Но злючка такая, что упаси Боже. Вечно раззадоривала всех на ссоры и скандалы. И словно питалась этим. Вот и тут явилась к нам домой. Я тогда была у тетки в гостях. Но мама говорила, что пыль коромыслом стояла. Поссорилась та родственница с дедом так, что мама разнять не смогла, как ни пыталась. Только совсем обозлившись, схватила метлу и выставила родственницу за дверь. «Давай, Зинка, иди домой, остынь». «А что я? Это папаня твой, как дураком родился, так дураком и помрет», — кричала вслед Зина. «Скоро уже сдохнет. Зря вы ему про рак не рассказываете. Тоже мне воспаление придумали. Одной ногой уже там». Дед услышал и присел на месте. Мама же моя, как огрела метлой родственницу, та аж подпрыгнула. «Вон отсюда! И не смей приходить больше!» И еще со злобы за ней побежала, метлой избивая. Так по всей дороге до перекрестка ее гоняла. А потом, когда красная вся домой вернулась, дед с ней даже разговаривать не захотел. Мама пыталась его успокоить. Говорила, что Зинка наврала, мол, со злобы. Но дед и слушать не хотел. Посмотрел на нее только и сказал: «Помру так помру, а Зинку с собой заберу. Заслужила». «Папа, да ты что такое говоришь-то?» – кричала на него мама, чуть не плача. «Да как тебе не стыдно?» Так с того времени дед снова поменялся, но не в лучшую сторону. Сгорел он быстро. Иссох, двигаться перестал, говорить не мог. Так и умер. И все бы ничего, вот только вещи стали происходить странные. С той самой Зиной. Месяца не прошло, а она как с ума сошла. Глаза покраснели, затуманились. Стала Зинка вся лохматая и неухоженная. Сначала никто внимания особо не обращал. Говорили, что от злобы своей она уже портится. Но вот как-то ночью всех соседей Зина криками перебудила. Зимой в одной рубашке вылетела на улицу. Давай всех прохожих останавливать, верещать, чтобы с собой забрали ее. Чуть под грузовик не попала. Мама говорила, что когда она приехала, Зину трясло, как в лихорадке. Глаза были совершенно безумные. Она тогда в мою маму вцепилась и давай ей шипеть. «Папаня твой после смерти успокоиться не может. Смотри, смотри». И подол рубахи задирает, а там на ногах сплошная синюшность. Как пинали или били без остановки. Это он сделал. Он. Он сказал, что я тоже сдохну в муках. А ты скажи, я заслужила? Заслужила? И маму за руки дергает со всей силы. И слюной прямо исходит. Мама тогда чуть не посидела. Так ей жутко стало. Уволокли Зинку домой. А пока волокли, она вырывалась. С такой силой дергалась. Еле ее удерживали. А она еще кричать и хрипеть вслед успевала. Заслужила? Заслужила? Положить ее хотели на лечение, но не успели. Сгорела она в своем же доме. Пожарные вовремя не подъехали. И все сгорело почти. Списали все на замыкание. От самого дома ничего не осталось, как и от Зины. Что нашли, то собрали и похоронили в закрытом гробу. Мама мне уже потом рассказала всю эту историю, когда я постарше стал. Так я думал, что дед от простуды умер, а тетя Зина от несчастного случая. Теперь только вижу, что все это неспроста. Ну и Зина у вас была, обидела человека, причем очень сильно. Так что он ее после смерти замучил. Как язык повернулся у нее, рассуждал я уже после истории. Знаете, мне ее не жаль, хоть это и звучит жестоко. Может, она и сама несчастна была, раз другим делала назло. Ну да, мужа у нее не было. Ушел он от нее, так как забеременеть она не могла, ответил охранник. Я только вздохнула, оставшись под впечатлением от такого откровения. Вот тебе и думай, что говоришь. Вот тебе и загробная месть. Жаль, конечно, что все так в этой истории закончилось. Верить в нее или нет, решать вам. 48-й километр. Автор В.В. Пукин. Этот несчастный случай произошел с моим двоюродным братом Вовкой 1 декабря 2011 года. В качестве предыстории сообщу, что ровно за год до происшедшего
У брата умер от тяжелой болезни отец, дядя Костя, царствие ему небесное. Мужик он был компанейский, мастер на все руки. Многим людям помог и дома построить, и бани срубить. В молодости увлекался художественной резьбой по дереву. Не только лобзиком, но и резцом, создавая настоящие волшебные романтические и юмористические шедевры. Сюжеты для своих картин брал из народных сказок, мультиков, ну и своя фантазия тоже работала. Дощечки картины раздавал, не жалея, всем родным и знакомым. У меня до сих пор сохранились несколько. В жизни я никогда не видел дядю Костю с озабоченным или грустным лицом. Наоборот, всегда с веселой улыбкой, шутками да прибаутками. Но любил мужик выпить. Даже зашивался, и года 3 в рот ни капли не брал. Да видно, никакими зашивками не удержать русского мужика от окаянной. А тут и кила смертельная прицепилась. Но вернемся к брату Вовке. В тот роковой день они с супругой возвращались в Тагил из гостей на своем Рено от тещи, живущей в Талице Свердловской области. Расстояние небольшое, 360 километров по трассе. Но зима, гололед, ну и дороги наши российские. Благополучно проехали больше половины пути, минули Екатеринбург. Датчик уровня топлива показывал почти пустой бак. В городе останавливаться не захотели из-за пробок, решив подзаправиться на трассе. Но, выехав на шоссе, мимо одной заправки проскочили в холостую. Не заметили вовремя из-за идущей впереди огромной фуры. На вторую заправку не дал завернуть какой-то разудалый ухарь, подрезавший их на самой своротке. Трасса Екатеринбург-Серов односторонняя. Пришлось ехать дальше. Лампочка горела уже минут 5, а заправок больше не видно. И тут вдруг с того ни с сего проснулся навигатор. До места назначения осталось 15 минут. А место назначения установлено город Нижний Тагил. То есть ехать еще минимум 120 километров. Посмеялись с женой. Но волнение не проходит. Не дай бог кончится бензин посреди уральских лесов. И стемнело уже. Застрять в снегу на трассе без горючки мало приятного. В теперешние времена никто уже не останавливается, как раньше, помочь коллеге-автолюбителю. Еще свеж в памяти случай, когда такой вот педалага замерз в усмерть у своей заглохшей машины, а все проезжали мимо, хотя он и сиденье автомобильное уже сжег, чтобы согреться. Выбора нет, кроме как ехать дальше, в надежде на чудо. И чудо случилось. Снова ожил навигатор. До места назначения осталось 10 минут. Что за чертовщина? До Тагила еще минимум 1,5 часа по обледенелой трассе. А навигатор не угомонится. До места назначения осталось 5 минут. Ровно через 5 минут машину подбросило на дорожном бугре и потащило на обочину. Братан всеми силами пытался выровнять Рено, но кто попадал на скорости по гололеду в такие ситуации, знает, что это сделать практически невозможно. Неуправляемую машину кидала с одной стороны трассы на другую. И лишь чудом она еще удерживалась на дороге, поднимая с обочин волны снега, как океанский лайнер. Хорошо, что трасса односторонняя. При встречном движении обычно такие кульбиты заканчиваются очень быстро. Но в конце концов автомобиль ударился на краю обочины о какой-то валун и закувыркался вниз с трассы в сосны. Опомнились Вовка с женой, вися на ремнях безопасности вниз головой. Машина лежала в сугробе на крыше. Все двери заклинило снаружи глубоким снегом. Только одна задняя от деформации была приоткрыта. Кувыркались они долго. Машина измята в хлам. Но от расплющивания находящихся внутри спасли подголовники кресел, в которые уперлась смятая крыша. Супруга висела на ремне, не в состоянии пошевелиться, а Вован все же мог отстегнуться, пролезть между сиденьями назад, пинками вытолкать приоткрытую дверь и выбраться наружу. Потом освободил от ремня жену, которая тем же путем покинула перевернутую машину. На удивление ни переломов, ни даже серьезных ушибов у обоих не было. Только руки немного порезали о разбитое стекло,
пока выбирались. Поднялись на трассу. Столбик стоит 48 километров. А дед ведь с 48-го года, почему-то вспомнила жена. Хорошо, что в баке бензина не было, с облегчением подумал Вовка. Могли бы вспыхнуть, как свечка. Позже уже, оценивая события, предшествующие аварии, Вовка рассказал и о смутном предчувствии чего-то нехорошего, и то, что постоянно тем днем отец спокойно вспоминался, словно пытаясь предупредить сына о грозящей опасности. Хотя, конечно, может, это просто цепь случайных совпадений. Кстати, тем же вечером, в то же самое время, на той же трассе, только ровно в 4 раза дальше, на 192-м километре, а не 205-м или 206-м, как писали некоторые СМИ, тогдашний губернатор Свердловской области А. Мишарин тоже попал на служебном «Мерседесе» в серьезное ДТП с 4 пострадавшими и 1 погибшим. Слепая зона. Автор Курилка-дурилка. Когда моя сестра лишилась лица, нам обеим было по 12 лет. Мы сидели на картонках в зарослях кустов за домом, где у нас было что-то вроде шалаша. Играли в магазин с листьями вместо денег. За зеленой стеной раздались смешки, и мы поняли, что местные мальчишки опять пришли нас донимать. Однажды они даже сломали наш домик. Это казалось нам таким горем. Мы обе ревели, восстанавливая свое убежище. Странно вспоминать об этом. В шалаш, подначиваемый своими приятелями, забежал самый младший из них. Он поставил на землю дымящуюся пивную бутылку и сразу же выбежал, не переставая хихикать. Кристина сидела к ней ближе. Я наклонилась и протянула к бутылке руку, не знаю точно зачем. Наверное, хотела выкинуть ее из шалаша. Прогремел взрыв, мою ладошку обожгло. И еще я почувствовала, как что-то, пролетая, коснулось лица. Боли не было. Оглушенная, я глядела, как опускаются всколыхнувшиеся ветки нашего потолка. По щекам потекла какая-то жидкость. Посмотрев на свою все еще вытянутую руку, я не смогла понять, в чем дело и что вообще произошло. Левая рука, я была левшой, потеряла привычные очертания. Все было абсурдным, как во сне. Только во сне уши не заполнял пронзительный высокотональный писк. Поднесла ставшую такой незнакомой руку к лицу, чтобы рассмотреть. Указательного и среднего пальцев не было вообще, как и прилегающего кусочка плоти. Безымянный свисал, болтаясь на лоскуте кожи. Из центра красной ладони толчками выплескивалась кровь. «Таких рук не бывает», — мелькнула мысль. Кристина с открытым ртом повернулась ко мне. То, что это Кристина, я знала по ее розово-вязаной кофте. Но вместо головы, в общем, ее частично скальпировало, и волосы на одной стороне головы как бы завернулись, открыв бело-красную кость. Рот был перекошен красным провалом, почти не прикрытым ошметками рваных щек. Носа не было, глаз не было. Левый тронул в мешанине мяса и торчащих осколков стекла. Вместо правого на меня смотрела черная сморщенная щель без глазного яблока внутри. Писк в ушах постепенно стихал, возвращая звуки мира. Пение птиц, машины, как ни в чем не бывало, едущие по дороге, и встревоженные голоса. Вопль Кристины. На покачивающихся ветках вокруг, забрызганных нашей кровью, тут и там висели клочки нашей плоти. И тогда пришла боль. Все оказалось не настолько плохо, как я решила в первый момент. Левый глаз Кристины, как и мой безымянный палец, врачам удалось спасти. Потребовалось множество операций, но сейчас шрамы на моих щеках и лбу почти незаметны. Я научилась пользоваться правой рукой. На клешню левой мне предлагали косметический протез, но я не видела смысла в резиновых, негнущихся пальцах манекена. Помню тошноту, подкатившую к горлу, когда я представила, как буду красить на них ногти. Кристина же, хоть и осталась зрячей, превратилась в монстра. Хирурги сложили все сохранившиеся остатки в подобие лица. Заново собрали холмик в центре, отдаленно напоминающий нос.
Такие слова, как лоскутно питающие ножки, надолго поселились в разговорах нашей семьи. Руку Кристины пришили к лицу, и так она жила месяцами, пока шаг за шагом ей пересаживали с руки кожу и жировой покров. Несмотря на все усилия, то, что получилось в итоге, все равно не было человеческим лицом, даже приблизительно. Моя собственная сестра преследовала меня в ночных кошмарах. Что-то наподобие пластиковой куклы Барби, которую ненадолго сунули головой в костер. Был длительный курс реабилитации для всей нашей семьи, но не могу сказать, что мне он помог. Что до Крис, ей не помог точно. В итоге для нее изготовили искусственный глаз и прикрывающую ворочащийся в глотке язык, силиконовую заплатку на правую сторону головы, в которую предварительно вживили магнитные крепления. Если глаз, кстати, глазные протезы – это вовсе не стеклянные шарики, и заплатку установить на место, а потом тональным кремом замаскировать места соединения резины и кожи, да, тогда она становилась похожей на человека. Встретив ее с наложенными протезами вечером в парке, вы бы, возможно, даже не убежали в ужасе. Но она больше не ходила в парке. Или вообще куда бы то ни было. Может, и к лучшему. Хуже всего было то, что от шока Кристина сошла с ума. Дело в том, что больше всего на свете Крис боялась темноты. Ничего удивительного для ребенка. Но так было не всегда. Где-то в 10-летнем возрасте, приехав на лето в деревенский дом дедушки, мы отправились смотреть заброшенные коровники и покосившийся зерновой элеватор, что стояли на краю большого заросшего поля. То была настоящая экспедиция. Нас сопровождала мама, чья роль в походе сводилась к ежеминутным окрикам «девочки, осторожнее!» и охране взятых с собой бутербродов. Помню, что коровник оказался скучным остовом из бетонных ребер и сам напоминал сдохшую давным-давно циклопическую корову. Мы посмеялись над этой идеей. А вот у зернохранилища сохранилась крыша. Сумрак хранил прохладу, даже среди знойного дня. Была в нем какая-то манящая тайна. Против ожидаемого мы провели в руинах совсем немного времени, так как до визга испугались копошения в куче старых гнилых мешков. Кристинка потом рассказывала, что видела страшную ползучую тень. Конечно же, там просто водились мыши. Но с тех пор сестра отказывалась ложиться спать без ночника и ходить в налет на погреб за вареньем, чем мы с удовольствием промышляли раньше. Несмотря на все мои дразнилки, попытки оставить ее в темноте неизменно заканчивались истерикой. Я любила свою сестру, поэтому вскоре перестала ее доставать и долго утешала, когда год спустя в доме выключили свет, пока она принимала ванну. А теперь паранойя Кристины вернулась с небывалой силой. Ее страхи получили новую пищу. Обнимая меня, я, как ни старалась, не могла побороть дрожь при взгляде на ее теперешнее лицо. Сестренка сквозь сотрясающее ее тело рыдания говорила мне, что ползучие тени приближаются к ней со слепой стороны. Она не могла спать без лекарств, которые приходилось заставлять глотать насильно. Как только ей разрешили садиться, целые дни она начала проводить не за чтением журналов, фильмами или учебой, а просто тупо сидя на покрывале и постоянно крутя своей изуродованной головой, как сова. Она осматривала всю палату раз за разом, и снова и снова. Это было первое, что она начинала делать, проснувшись, и не прекращала ни на минуту. Увещевания, что палата ярко освещена, что тут нет никаких теней, не помогали. Успокоительные лишь заставляли ее упасть на подушку, где бедная Крис продолжала вяло ворочать головой, сбивая свои повязки и пачкая наволочку, сочащейся сукровицей. Врачи надеялись, что со временем шок и вызванные им симптомы как минимум ослабеют. Наконец нам разрешили забрать ее домой. Знаю, это недостойно, но я была этому не рада. Я не могла учиться, не могла читать или играть, зная, что за моей спиной на кровати сидит безумно одноглазное чудище, бывшее моей сестрой, и бессмысленно дергает головой, непрестанно озираясь в поисках других чудищ, приближающихся к ней по стенам,
когда на них не смотрят. В люстру пришлось скрутить лампочки помощнее, чтобы Кристине было спокойнее, но яркий белый свет днем и ночью превратил нашу уютную спальню в подобие операционной. У меня ведь тоже остались не самые лучшие ассоциации, знаете ли. Так думала я. Я никогда не смогу нормально пользоваться левой рукой. И если на то пошло, никогда не смогу выйти замуж со всеми этими алыми шрамами и почти бесполезной, покрытой новой розовой кожицей культей. Родители же, казалось, заботило только плачевное состояние сестры. А вскоре, зайдя в комнату, я обнаружила ее сидящей на кровати с поднесенной вплотную к лицу горящей настольной лампой. Она плакала, как всегда, без слез, потому что не могла больше плакать слезами. Когда она повернулась ко мне, свет блеснул на несимметричных металлических пеньках для крепления протеза. Зрение в сохранившемся глазу Кристины начало стремительно угасать. Было проведено еще несколько операций на хрусталике, но безрезультатно. Моя сестренка полностью ослепла без надежды на восстановление. Последовали 3 недели того, что я не могу воспринимать иначе как ад. Крис вновь перевели на кормление через трубку и начали привязывать ее к кровати. Когда она была под лекарствами, то лежала без сознания. В остальное же время непрерывно кричала. На 2-ю неделю, сорвав связки, хрипела в агонии. Врачи говорили, что это не от боли. Виной всему ее психологическое расстройство. Господи, как же это было страшно! Родители опять поселились в больнице, но ничем не смогли помочь. Но страшнее всего, не сомневаюсь, было самой Кристине. Ползучие тени из ее кошмаров больше ничто не могло остановить. Очевидно, они добрались до нее. Спустя бесконечные 3 недели она затихла и не произнесла больше ни слова. Обмякшую, словно набивная тряпичная кукла, мы снова забрали ее домой. И именно я нашла ее тело через пару дней. Закрепив перочинный нож, стоявший в углу комнаты масляном обогревателе, пока мы с мамой находились в соседней комнате, Кристина несколько раз насадилась на лезвие шеей и головой, не издав ни звука. Чем закончилась история для паршивых шутников и их родителей, решивших, что бомбочка из карбида – это весело, я не знаю и никогда не стремилась узнать. Сейчас у меня есть неплохая, в принципе, работа и ребенок, для которого я постараюсь стать лучшей мамой в мире. Но иногда по вечерам, когда я просто физически ощущаю, что силы мои на исходе, я укладываю малышку и запираюсь на кухне, достаю из шкафа вино, а с верхней полки пыльную пачку сигарет. Сижу за столом, не включая телевизор, пью бокал за бокалом, вспоминаю свою бедную сестру и изо всех сил стараюсь не смотреть в угол за холодильником. Оттуда ползут ко мне безмолвные плоские тени. Источник сайт Фостор.ру. Жили-были дед да баба. Автор В.В. Пукин. Этот реальный случай произошел со мной в январе 2003 года. И окончательно из меня, упертого скептика-реалиста, сделал не менее убежденного сторонника того, что невидимый мир духов и привидений вокруг нас все-таки существует. Несмотря на 3 высших образования и полное отсутствие гипнабельности, проверенное на практике у соответствующих специалистов, меня и раньше терзали смутные сомнения по поводу традиционного однобокого материального мироощущения. На то были свои причины, но сейчас не о них. В общем, произошедшее со мной и бабулей-вдовой, у которой я снимал тогда комнату, ни одна материальная теория объяснить не в состоянии. Я тогда присматривал небольшую квартирку в Екатеринбурге, сам жил в Нижнем Тагиле. Пока решались вопросы с покупкой и окончательным переездом, уже устроился на работу и надо было где-то снимать угол. По объявлению нашел бабульку, которая сдавала одну из комнат своей двушке. Хотя, может, для кого-то и не бабулька вовсе. Лет 60 ей было, наверное. Она жила одна с собакой, боксером-сучкой. Бабуля совсем недавно овдовела, 40 дней даже не прошло. Дед ее от инфаркта неожиданно умер,
А бабке, видно, деньги срочно были нужны. Или коммерческая жилка в крови не давала покоя. Поэтому она, не лишку сумлеваясь, и разместила объявление о сдаче одной из комнат. Именно той, в которой дед жил, а потом и почил. В комнате все было как при деде. Все его вещи на местах. В платяном трехстворчатом шкафу его одежда. На письменном столе его канцелярские принадлежности и бумаги. В выдвижных ящиках стола всякое его же барахло. У меня же из вещей была только спортивная сумка с подменкой, посуда и прочим джентльменским набором, да одежда, что на мне. Поэтому отсутствие свободного пространства в шкафу совсем не напрягало. Я сдвинул дедовы пиджаки, рубашки и галстуки на плечико вглубь шкафа и повесил на освободившееся место свои. Сумку засунул под кровать. В общем, устроился. В первую же ночь проснулся непонятно от чего. Хотя я и дома, и в непривычных местах. Сплю спокойно и крепко. Лежу, глаза приоткрыл. В свете окна шкаф хорошо видно. Комнатка совсем небольшая. От края кровати до шкафа 2 шага. Бабка с собакой в соседней комнате за стенкой. Тишина полнейшая. Часа 2 или 3 ночи было. Вдруг вижу, дверца у шкафа медленно поехала. Открывается. И на пол вываливается вся моя одежда. Вместе с плечиками, на которых благополучно до этого висела. Я тогда вставать не стал. Не со страху, конечно, а просто в полудреме не очень на это заморочился. И снова уснул. Утром просыпаюсь, думаю, ночью, наверное, привиделось. А нет, валяются все мои одеяния на полу, вместе с плечиками. Но я и тут не особо задумался, спешил на работу, все повесил на место, позавтракал и вперед, поднимать Россию с колен. Вторая ночь прошла без происшествий, а следующий звоночек прозвенел утром. Бабка спит. Я на кухне кашу себе варю. Полез в ее закрома. Нашел стеклянную банку с солью, взял и понес к столу. И тут чувствую, кто-то невидимой рукой тоже в эту банку вцепился. Я так и застыл на полдороге. Ни туда, ни сюда. Банку не выпускаю. Сжал только крепче и дернул сильнее. Банка вырвалась из рук и на пол грохнулась. Но не разбилась, а только соль просыпалась. И опять не особо загружаясь, я ж материалист, собрал всю соль обратно, поел и погнал на службу. Вечерами бабка в своей комнате включала телевизор. Ну и я иногда подсаживался поглазеть в зомбоящик. Вот сидим мы с ней, смотрим. Она на диване. Я в кресле, собака спокойно у нее в ногах. Вдруг в прихожей гром-тарарам. Летим все пулей, вместе с собакой. А там небольшой катаклизм. Если кто помнит, был в советские времена такой вид мебели, как трильяж, с трехстворчатыми зеркалами, которые открывались и закрывались, словно дверцы. Так вот, одно из таких боковых зеркал на бабкином трильяже валялось на полу. Как оно могло отвалиться само без чьей-то помощи, непонятно. Для этого надо было приподнять достаточно тяжелую зеркальную створку и снять ее с шарнира. А тут шарниры все на месте. На створке тоже все в целости и сохранности. Ребус-кроссворд. Ну что ж, повесил я створку обратно и пошли телек досматривать. Так нескучно прошла первая моя неделя у бабули-вдовушки. На выходные я отчалил домой, в Тагил. Вернулся обратно вечером в воскресенье. Звоню в дверь. Только собака гавкает, а бабка не открывает. Что за дела? Не могла она никуда на ночь глядя умотать. Открываю своим ключом. Захожу в квартиру, а из прихожей бабулину комнату сразу видно. Лежит бедная на своем диванчике с перевязанной головой и стонет. Я к ней, что да как. Рассказывает. Днем, значит, возилась на кухне, что-то резала на разделочном столике. И тут ей на голову обрушивается двухстворчатый навесной шкафчик со стены. Да так, что кровь и потеря сознания. Очнулась через какое-то время на полу. Еле доползла до телефона и вызвала сына на подмогу. Тот уже с врачами приехал. Осмотрели, забинтовали. От госпитализации отказалась. Я пошел на кухню злосчастный шкафчик смотреть. Он полностью разобранный от удара о крепкую бабулину голову.
Стоит на полу батареи. Проверяю первым делом навесы на задней стенке и шурупы в стене. Все в порядке, все на месте. Более того, когда он висел, нижний край его был на уровне бабкиной шеи. Как он мог сам со стены соскочить, подняться в воздухе и упасть сверху ей на макушку? Тут-то окончательно мы с ней решили, что это дед бунтует. Вернее, дух его. Видимо, недоволен был, что даже 40 дней со дня смерти жадная супружница не дождалась и подселила арендатора. Меня, то есть. Купил конфет дорогих коробку, Кагора, налил полный стакан. И в антресолях встроенного шкафа в прихожей деду угощения поставили. А через пару дней и вовсе на собственно купленную квартиру съехал. Бабуле звонил пару-тройку раз потом. Интересовался по поводу продолжения истории с дедом. Нет, все было спокойно. Она после меня еще нескольким жильцам комнату сдавала. И никто ни на что не жаловался. И ничего необычного не замечал. Успокоился дед. Может, просто я ему тогда не приглянулся. А может, в рай улетел. Догадайся, поди.